Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня у нас очередная распаковочка. Эта посылка была отправлена обычным отправлением. В пути она была 16 дней. В дороге посылка была повреждена, переупакована работниками почты и пришла к нам по акту. То есть мы ее получали по акту. При нас работник почты посылку вскрыл. Мы проверили целостность и наличие посылки. Претензий не было. Акт был подписан, посылка нам передана. Посылку мы просто вскрыли и пересчитали количество цветов. В каком они состоянии, мы уже проверим вместе с вами. Итак, приступим. Что к нам сегодня пришло? Открываем упаковку. Опять же смотрим. Вот вверх у нас. Это низ. Все растения в тубах. Хорошо упакованные. Ладно, давайте достанем сначала, потом уже будем вместе с вами раскрывать. Это, наверное, будет гораздо интересней. Еще одно растение. Это наноцвет, наверное. Судя по всему. Вот обратите внимание, они здесь все вот упакованы, плюс еще каждая туба приклеена в коробочке. Очень хорошая упаковочка. Еще одно растение. Ой, как здесь их много оказалось. И последние. Вот они. Это большие у нас. Такие кусты массивные. Так. Итого у нас их 6 штук. Давайте теперь каждый распакуем, посмотрим, что внутри и в каком состоянии находится растение. Так, распаковываем. Начнем с малышей, наверное. О, здесь у нас тоже, видите, прикреплен горшочек. Упаковочки смотрим. Так, это у нас антуриум наноцвет. Красавчик такой маленький, интересненький такой сортик. У меня такой сорт есть в коллекции. Очень мне нравится. Очень интересный сорт. О, что-то новенькое. Смотрите, как интересно упакован горшочек. Все прям сделано отлично. Далее еще один. Тоже, опять же, тот же самый сорт наноцвет. Вот так проще будет. Также, как мне кажется, растения неплохо перенесли транспортировочку. Надо, конечно, поаккуратнее бы распаковывать, но тороплюсь, чтобы не занимать у вас лишнего времени. Еще один красавчик. В принципе, отличненько. Давайте, наверное, вот один распакуем вот так вот, чтобы уже показать, что у нас внутри. Чтобы каждый горшок потом не распаковывать. Убираем грунт. Довольно-таки влажненький. Я бы не сказала... Посмотрите. Да, грунт у нас это вот так вот. Грунт у нас влажный. Хозяйка растения очень переживала, что именно вот в таких маленьких горшочках они пересохнут. Горшочки, наверное, все уже вам знакомы. Это фирменный горшок антуриум карма. Растение на фитиле. Вот обратите внимание, на фитиле грунт у нас влажный. Далее. Про выращивание антуриум на фитиле мы писали на своем сайте. Ссылочку я оставлю в описании к этому видео. Прочтите, очень даже интересно и познавательное. Следующее наше растение это Pink Champion. Убираю. Поехали.
Распаковываем. Тоже растение, кстати, неплохо перенесло транспортировку. Посмотрите, какие хорошенькие, свеженькие листики. Так, далее. Ох, это красавчик. Антуриум ливиум. Наверное, все вы его уже знаете. И все этот сорт очень любят. Кстати, на нашем сайте тоже есть описание этого сорта. Рассказано очень много о нем. Как он появился на рынке. Кто его производитель. Ссылочку также оставлю в описании к видео. Так. Я уже полностью не буду распаковывать. Опа! Смотрите, какой красавчик. Оп. Прям так красиво развалился весь. Грунт, кстати, здесь тоже влажный. Также упакован. Вот. Грунт тоже не вот влажненький грунтик. Отлично, прям хорошо дошел. Так. Ну и большие растения. Ой, это у нас, я так предполагаю, гигант шоколад. Сейчас мы распакуем и посмотрим. Да. Антуриум гигант шоколад. Красавец. Посмотрите, какие. Ух ты, какое. Прям темный такой, темное покрывало. Грунт здесь у нас тоже влажненький. Горшок. Вот, наверное, это растение больше всего пострадало. Горшок прям сложился. Ну, посмотрите на растение. Это совершенно не повлияло. Отлично выглядит. Следующий. Это Амалия элеганс. Тоже интересный сорт. Он давно уже есть в продаже. Наверное, у многих коллекционеров. Так, смотрим. Что-то у меня здесь не получается так хорошо промокнуть, как в прошлый раз. Оп. Убираем. Не мешало вот это. Здесь дно тоже зафиксировано скотчем. Так. Ну, здесь у нас, конечно, тоже грунт влажный. Нет, здесь уже более сухой. Это сама вот эта упаковочка влажноватая. А грунт уже, конечно, суховатый, пересохло. Давайте я сейчас полностью распакую эти растения, и мы уже посмотрим на них повнимательнее. Растения я распаковала. Антуриум наносвит. Обратите внимание, листовая масса растения не повреждена. Здесь чуть-чуть подсохшая. Так, нет в основном ни больших заломов, ни повреждений. Я считаю, что в отличном состоянии. Грунт здесь влажный. Давайте посмотрим на состояние корневой системы. Вытащим растение из горшочка. Так, дальше не буду уже тянуть. Обратите внимание, корни в идеальном состоянии. Все прям отлично. Даже сказать нечего. Второй горшочек тоже наносвит. То же самое. Ну, здесь чуть-чуть есть, конечно, желтенькие листики нижние. А в основном также ни заломов, ни повреждений на растении не наблюдается. Корневая система. О, корневая система тоже, как вы видите, в идеальном состоянии. Какие богатые корни у этого растения. Что касается этих растений, я бы рекомендовала сейчас обработать листовые пластины мыльным раствором. Можно использовать хозяйственное мыло, либо зеленое мыло, для того, чтобы смыть остатки препаратов, пыль, грязь, которая находится на листиках. И грунт здесь, повторюсь, у нас влажный. И можно приступать либо к пересадке, либо к разделению
этого куста. Это уже на усмотрение хозяйки растений. Дальше смотрим. Это у нас красавчик Pink Champion. Тоже листовая пластинки. Все чистенькие, аккуратненькие. Вот грунт умеренно влажный. Что касается корневой системы, корневая система также в хорошем состоянии. Оп, вытащила. Смотрите. Я бы тоже рекомендовала это растение также очистить листовую массу растения, и можно пересаживать. Далее Антуриум ливиум. Красавчик какой. Первые растения, которые приходили, произвели большой фурор, конечно, в соцсети. Многие покупатели жаловались на то, что листовые пластины растения покрыты такими мелкими точечками. Обычно они были вот так по краю листа. Вот. Здесь, как вы видите, этого нет. То есть листовые пластинки растения чистые. Многие очень переживали, что же это за пятна, к чему это приведет. Ну, на эту тему у нас есть пост на сайте. Я оставлю описание, ссылочку в описании к видео. Вы прочтете, уже не будем на это отвлекаться. Есть, конечно, механические повреждения, как вы видите, но это не смертельно, не страшно. Грунт, опять же, находится в умеренно влажном состоянии. Корневая система отличная у растения. Вот она. Вот здесь, смотрите, какие корешочки хорошенькие. Вот. Также можно помыть растения и приступать к пересадке. Далее Антуриум Амалия элеганс. Как мы говорили при распаковке, грунт здесь сухой. Есть вот, запрелости, прям сам отвалился. Вот. Листовые пластины, опять же, чистенькие. Есть небольшие механические повреждения. Ну, здесь вот также не критично, скажем так. Посмотрим, что у нас с корнями. Корни все в идеальном состоянии. Посмотрите, какая богатая корневая система у растения. Грунт, конечно, пересушен. Что делать в этом случае? Я бы рекомендовала сейчас опрыскать листовую массу растения, опрыскать верхний слой грунта, отставить растение в сторонку примерно на 2 часа. Далее, опять же, опрыскать листовую массу растения, опрыскать верхний слой грунта, достать из горшочка и опрыскать также вот весь земляной ком. Опять отставить на 2 часа. Через 2 часа процедуру повторить. Приступать к пересадке можно только на следующий день. Либо к пересадке, либо к разделению куста. Здесь 2 деленочки. Ну, конечно бы идеально было просто перевалить это растение, чуть-чуть углубив вот эти вот корни. Так бы получился очень красивый кустик. Этот листик можно, конечно, срезать, он уже, я считаю, особой роли не играет. Далее самое у нас проблемное, самое пострадавшее растение — это гигант шоколад. Грунт у него, как я говорила, влажный, даже не влажный, а мокрый. Отсюда у нас и запрелости. Посмотрите, опрелости на листьях растения. Вот видите, что творится. Здесь опять же вот уже сам выскочил, даже обрезать не пришлось. Посмотрим, что с корнями. Ну, корни, кстати, у нас хорошенькие. Смотрите, какие. Зацепился немножко. Корни хорошие, корни не пострадали. Что можно сделать в этом случае? Что нужно сделать? Обмыть листья. Вот один у нас сильно пострадавший, конечно, обрезать. Один у нас сам. Вот здесь вот этот листик я бы тоже обрезала, потому что, видите, он у нас
надломился уже. И вот еще один лист. Эти бы листы я обрезала. Давайте сразу вместе с вами их обрежем. Вот далее обмыла бы листовую массу растения, опять же, используя зеленое мыло, либо хозяйственное мыло, убрала эти опрелости. И можно также приступать к пересадке, либо разделению этого куста. Что в завершение хотелось бы сказать. 16 дней, как видите, это не критичный срок для вот этих растений. Хотя посылка была в пути и повреждена, и находилась очень долго, растения пришли в удовлетворительном состоянии. Что хозяйка будет с ними? Делить, либо пересаживать методом перевалки, это уже ее дело. Что делать с этими растениями, мы вам рассказали, дали рекомендации. Так что спасибо за внимание, подписывайтесь на канал. Впереди еще есть распаковочки. До свидания.